Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусные и очень нежные мятные пряники в лимонной глазури. Для начала нам понадобится свежая мята. Вместо свежей мяты можно использовать мятный экстракт или, например, мятный сироп, который обычно добавляется в кофе. Если вы хотите приготовить обычные ванильные пряники, не мятные, мяту вообще можно исключить из рецепта, добавить вместо нее, например, ваниль или какие-нибудь специи. Свежую мяту необходимо промыть, слегка просушить и оборвать листочки. Нам нужны только листья весом примерно 20 грамм. Теперь необходимо снять цедру с одного лимона среднего размера. Напоминаю вам, что с цитрусовых всегда снимаем только верхнюю часть, белая часть нам не нужна. Обычно я снимаю цедру с помощью мелкой терки. Готово. Лимон пока отложим в сторону, лимонный сок нам понадобится чуть-чуть позже. Далее добавляем щепотку соли, одно яйцо и 150 грамм сахара. Количество сахара регулируйте в зависимости от ваших предпочтений. И пробиваем эту массу с помощью погружного блендера. Можно использовать комбайн с ножами, можно стационарный блендер. Используйте то, что у вас есть в наличии. В итоге должна получиться вот такая красивая и невероятно ароматная масса. Добавляем к ней 150 грамм молока и 60 грамм сливочного масла комнатной температуры. И еще раз все пробиваем до однородности. Осталось только лишь просеять муку с разрыхлителем. Как видите, все готовится очень просто и буквально за считанные минуты. Нам понадобится 400 грамм муки и 2,5 чайные ложки разрыхлителя. Для начала я добавляю примерно половину муки, разрыхлитель и все просеиваю. Блендер нам уже не понадобится. Берем обычную силиконовую лопатку и быстренько замешиваем тесто. Просеиваем еще немножко муки. В общем, сначала я замешиваю тесто прямо в чаше, а затем, когда оно становится вот таким достаточно густым и липким, оставшуюся муку просеиваю на рабочую поверхность и уже начинаю вымешивать тесто руками. Довольно важный момент – это тесто не нужно долго вымешивать, чтобы оно не затянулось и чтобы пряники в итоге не получились жесткими. Кстати, тесто получится достаточно липковатым, не пугайтесь, так и должно быть. Чем более таким вот нежным, немножко липким получится тесто, тем более нежными и воздушными получатся пряники в итоге. Ну, конечно, если тесто совсем невыносимо липкое, можете подсыпать немножко муки. Затем немного муки на рабочую поверхность, само тесто подпыляем мукой и раскатываем до толщины примерно 1 см, можно чуть меньше, ну в общем примерно 8-10 мм. И можно вырезать пряники. Я буду использовать вот такую вырубку в виде сердца, размер ее около 5 сантиметров. Если у вас нет вырубок каких-либо, можете использовать какую-нибудь рюмочку или стаканчик. Главное, не слишком большие. Пряники не должны быть слишком крупными. Вырезаем на небольшом расстоянии друг от друга и затем прянички перекладываем на противень, застеленный ковриком или бумагой для выпечки, и отправляем выпекаться 180 градусов примерно 12-15 минут. Остатки теста собираем, обминаем, опять раскатываем и снова вырезаем прянички. После чего опять собираем остатки, опять раскатываем и вырезаем, пока у нас не останется теста на один последний пряник. И пока выпекается первая партия, мы как раз подготовим прянички для второй партии. Итак, первая партия у меня готова. Вот такие прянички получились в итоге. Они слегка должны подрумяниться снизу. Сверху они румяниться не должны. Не передерживайте, не пересушивайте. Прянички только из духовки, они невероятно нежные. Отправляем выпекаться вторую партию, а тем временем подготовим глазурь. Для приготовления глазури, для покрытия пряничков нам понадобится примерно 150-200 грамм сахарной пудры, сок половинки лимона и немного воды. По данному рецепту глазурь имеет такую достаточно ярко выраженную кислинку. Если вы хотите сделать глазурь чуть менее кислой, можете часть лимонного сока заменить на воду, либо на молоко. Можете вообще не добавлять лимонный сок, сделать глазурь только лишь из молока или воды. Это уже все, конечно же, по желанию.
Все хорошо перемешиваем с помощью венчика до однородности и ориентируемся на консистенцию помадки. Если она получилась слишком густой, добавьте еще немножко воды. Если жидковатой, добавьте немножко сахарной пудры. В зависимости от консистенции помадки она будет ложиться чуть более толстым или чуть более тонким слоем на пряничке. Контролируйте густоту, добавляйте воду, добавляйте сахарную пудру, пробуйте один пряничек так, в общем, как вам больше понравится. Я еще решила добавить немножко пищевого красителя. У меня это натуральный желтый куркумин. Можете обычную куркуму добавить, если у вас нет красителей. Можете вообще не добавлять красителей, это по желанию. Мне просто хотелось продолжить лимонную тему, так как глазурь с лимонным вкусом, хотелось, чтобы она имела и лимонный оттенок. Все, глазурь готова. И вторая порция пряничков тоже готова. Можно переходить к их покрытию. Кстати, из указанного количества у меня всего получилось 38 пряников. Что дальше? Берем пряники. Кстати, можно покрывать прямо теплые пряники, так глазурь на них даже быстрее схватывается. Слегка окунаем в глазурь, и я вот так прям руками просто размазываю глазурь по пряничку. Можно, конечно, кисточкой наносить, можно перчатки надеть, тут уже как вам удобно. Все пряники покрываем глазурью и выкладываем их на бумагу для выпечки, чтобы глазурь подсохла. Обычно это занимает несколько часов. Все, мои прянички готовы, можно их пробовать. Кстати, хранятся они достаточно долго, храним их герметично, и за счет глазури они долго остаются нежными и не черствеют. Разломлю один пряничек, хочу вам показать, какими же они получаются внутри. Посмотрите, насколько они нежные, пористые, воздушные, а этот аромат мяты и лимона, аромат мохито, он просто сводит с ума. Обязательно пробуйте, но я, как всегда, желаю вам удачи на кухне, не бойтесь экспериментировать, скоро увидимся.